Добро пожаловать на передачу «Познаем Китай». Здесь мы рассказываем о Китае и о бизнесе в Китае. Бизнес-тенденциях, экономике и не только. Не упускайте новостей, поэтому подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик. Сегодня мы поговорим о совершенно новом типе продаж через интернет, который необходимо изучать, принимать у китайцев и применять на своем рынке. В Китае он показывает геометрический рост. За этим однозначно большое будущее. Новый тип продаж 3.0. На прошлой неделе мне посчастливилось посетить мероприятие по продажам в прямом эфире чая из провинции Юннань. Продажи вел директор департамента сельского хозяйства провинции Юннань, господин Се. Для него это было первое подобное мероприятие, в котором он участвовал. Неожиданно около 1,6 миллионов человек пришли на мероприятие. Весь приготовленный чай был распродан всего за 3 часа. А некоторые чаи распродавались в течение секунды после начала продаж, и они пополнялись несколько раз на месте. Для меня официальная трансляция товара в прямом эфире принесла совершенно новый опыт, а также, насколько сейчас анализирую, это совершенно новая бизнес-модель в продажах. Кстати, если хотите что-то покупать в Китае, или же наоборот, хотите выходить на рынок, китайский рынок со своим продуктом, хотите находить работу, хотите не платить посредникам и поступить в топовые вузы Китая, хотите связать свою судьбу с Китаем, подписывайтесь на наш закрытый бизнес-клуб в Китае, ссылка под этим видео. С февраля по апрель этого года по всему Китаю было проведено 4 миллиона прямых трансляций. То есть ежедневно велось в среднем 40 тысяч прямых трансляций. Среди них ведущими были и новички, и знаменитые блогеры, а также официальные лица, наподобие господина Се. Можно сказать, что эта новая важная бизнес-модель совпала со своим быстрым ростом в 2020 году. В 2019 году общий объем индустрии онлайн-трансляций в Китае достиг 430 миллиардов юаней. Количество пользователей онлайн-трансляций превышает 500 миллионов. После новой эпидемии коронавируса в 2020 году электронная коммерция в прямом эфире получила сильный толчок. Ожидается, что рынок прямых трансляций в этом году увеличится вдвое, а число пользователей достигнет 526 миллионов человек. Появление бума прямого эфира также породило новое направление продаж. Все больше и больше молодых людей пытаются стать такими знаменитостями, как вы, я или Чачи. За ними непосредственно следует огромная цепочка поставок и система обучения талантов. С расширением масштабов отрасли нехватка кадров в индустрии прямого вещания достигла 1 миллиона человек в 2020 году. Наверняка кто-то из наших слушателей задается вопросом, почему сегодня нужно продавать через прямой эфир? В чем разница? Отвечаю, что в розничной торговле есть 3 важных элемента, которые я разделяю: люди, товары и магазины. Например, 6 или 7 лет назад мы шли в универмаг, четко знали, на первом этаже будет косметика, часы, ювелирные украшения и так далее. Одежда для женщин занимала 2-й, но также обычно и 3-й этажи. А мужская одежда находилась на 4-м этаже. Можно сказать, что эта модель поддерживалась в течение нескольких десятилетий, и это основная модель для других отраслей розничной торговли универмагов по всему миру. Но появился мобильный интернет. 3 или 4 года назад, по крайней мере в Китае, мы обнаруживаем новую форму торгового центра. Вы заходите в магазин. У входа слева обычный магазин по продажам традиционных китайских напитков наподобие чаев, молочного чая. Рядом магазин с разными снеками. А далее учебное заведение по обучению того же английского языка. За учебным заведением следует тренажерный зал. Затем ресторанчик, где готовят хот-pot, то есть горячее блюдо. Рядом с ним может быть помещение для продажи спортивного инвентаря. А показ всех товаров больше не разделен по блокам, то есть 1, 2, 3 этаж, а установлен четкими сценариями цепочек потребления человеком. Обычно китайцам приходится покупать товары повседневного пользования через электронную торговлю.
А вы не видите и не можете ощутить этот товар на ощупь, и не получаете то удовольствие, которое было во время посещения магазина. Таким образом, сегодняшняя прямая трансляция может быть названа моделью розничной торговли 3.0. Среди трех элементов – люди, товары и рынок – люди внезапно стали конечным узлом. А звезды знаменитости используют свои знания и через рекомендации по продукту создают для потребителей основную причину его приобретения. В прямом эфире на прошлой неделе были предложены десятки знаменитых сортов чая. Провинции Юннан. Продукты очень хорошего качества. А местный сельскохозяйственный чиновник рассказывает вам, откуда поступил каждый чайный листочек, где он выращен, в каких условиях, на какой горе или горке, кто и как производил данный чай, какой процесс сушки и фильтрации прошли эти чайные листы. Его профессиональная рекомендация помогла завоевать доверие миллионов зрителей. А таким образом, потоковое вещание по сути является своего рода доверительным потреблением. При таком процессе продаж для каждого сорта чая пуэр фактически нет множественных накруток посреднической цепочки. Поэтому цена на чай оказывается очень выгодной. А цена, по которой идут продажи, это цена лида плюс стоимость производителя. Вопрос для вас, слушатели. Делали ли вы покупки в режиме реального времени? Как вы думаете, какая самая привлекательная особенность в этих продажах? Давайте обсудим этот вопрос в комментариях. Большое спасибо за ваше внимание.